Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем, как правильно импортировать различные объекты, картинки, контуры в FontLab, чтобы они наименьшим образом деформировались и максимально корректно отображались. Когда вы импортируете какой-то рисунок или какой-нибудь объект, или какую-нибудь букву, которую вы нарисовали в иллюстраторе или каких-нибудь других векторных программах, вы можете обратить внимание, что рисунок и сама форма того объекта, который вы импортировали, деформируются. Почему это происходит? Потому что мы с вами это уже обсуждали. В FontLab по умолчанию может быть включено округление координат. И когда он видит рисунок или объект, который в дробных значениях у вас нарисован, он просто растягивает его на сетку 1.1 без каких-либо дробных значений. Чтобы это отключить, мы с вами уже смотрели, как это можно отключить, как это можно настраивать. Но я вам сейчас покажу, насколько сильно это может влиять на то, что мы с вами видим. Я открою проект, который я сделал специально для того, чтобы это нагляднее показать. Я уже добавил сюда, я отключу отображение ошибок, потому что они нам только мешают здесь. Вот так выглядит рисунок, но я сейчас покажу, как его импортировать. Допустим, мы хотим импортировать букву или алфавит, который мы с вами нарисовали в FontLab. Мы открываем любую букву, и сюда можно импортировать весь алфавит и потом раскидать его по всем вариантам, по всем другим ячейкам букв. Это тема для отдельного урока, сейчас не столь важно. Я, допустим, просто букву хочу одну, либо какой-нибудь рисунок добавить. Что мы делаем? Мы выбираем ячейку, куда мы хотим ее вставить, файл, импорт, и рисунок, либо какой-то вот объект, мы его можем импортировать. Для этого мы вот такой объект, это SVG рисунок, я его открываю и вижу непосредственно тот же самый тигр, который я вам уже показывал. Вот. Но я его не могу редактировать. У меня выбран Contour Tool, и я его не могу редактировать. Вижу почему? Потому что он импортировался как картинка. Для того, чтобы я смог его как-то редактировать, мне его нужно разблокировать, скажем так. Представим, что это буква, неважно. Во-первых, я сейчас включу превью Rounded. Нет, я его наоборот отключу сейчас и посмотрю, что у меня в проекте. Файл, Font Info. Здесь у меня округление в этом проекте отключено. То есть, по идее, я сейчас должен увидеть кривые такими, какие они есть непосредственно при импорте в этом объекте. В общем, для того, чтобы его редактировать, я жму правой кнопкой и сделаю редактирование этого объекта доступным. Нажимаю, здесь у меня что-то появилось. И я вот этот объект, заливку вот эту, я ее удаляю. Вот. И теперь, выбрав Contour Tool, я могу редактировать разные объекты. Но так как они у меня здесь разбиты по всем разным элементам, они еще и сгруппированы, это не очень удобно. Я это просто дело открою в ранее доступной нам картинке, где я уже все разложил по одному элементу, чтобы, в общем, проще было его редактировать. В общем, смотрим. Я зажимаю пробел, и мы видим, что рисунок в целом, вот такой вот рисунок, вполне себе симпатичный, все плавненькое, аккуратненькое, потому что я его импортировал с дробными значениями. Если я наведу на любой узел, я увижу, что у него дробные значения. Теперь, если я зажму пробел, я увижу предпросмотр этого объекта и нажму на H, то есть включение округления, но только предпросмотр, разумеется, то мы увидим, как сильно деформируется этот контур. Нажимаю H. И вот тут начинают вылезать всякие косяки. Вот тут что-то вылезло, здесь что-то сместилось. Почему? Потому что теперь у нас точка, как видите, вот эта, она сместилась. Нажимаю еще раз H, а вот она насколько сильно съезжает. Почему так происходит? Потому что если мы посмотрим на общий размер этой картинки, я ее импортировал 1 к 1, как она есть, которую ранее нарисовали в иллюстраторе, то относительно высоты нашей прописной буквы картинка сама по себе достаточно маленькая. А почему она такая маленькая? Потому что в иллюстраторе не было ограничения высоты и какого-то размера объекта и площади, в которой рисовали. Потому что в иллюстраторе ты можешь как угодно
увеличивать размер, уменьшать, ты видеть будешь примерно одно и то же, потому что там дробные значения с сотыми долями точности. Вот. Если бы рисунок был нарисован там побольше, то импортировался бы он тоже больше, потому что это вот один в один так, как он был нарисован. Соответственно, из-за того, что в таком маленьком размере точки находятся друг от друга далеко, мы прям видим эти сильные искажения. Сейчас быстро их попереключаю, и вы поймете, в чем разница. Вот включение округления, вот без округления. Если вот так переключать, то мы видим, насколько все узлы у нас перемещаются. Если бы мы импортировали большую картинку, она бы тоже так перемещалась. Но из-за того, что она была большая, там смещение было бы там на доли относительно сетки, и мы бы почти этого не замечали. Но так как рисунок у нас маленький, ему приходится очень далеко все эти точки сдвигать относительно друг друга. Вот, мы можем даже здесь увидеть. Вот у нас сетка, а вот положение внутри этой сетки. Видите, насколько им приходится прыгать? Где-то что-то соприкасается, где-то нет. Вот эта точка смещается сюда. Вот эти хендлы ломаются. Они вообще ровненькие сами по себе. Но здесь им приходится прямо вот так вот выгибаться. Потому что каждый хендл и каждый отдельный узел должен жестко быть привязан к сетке, целочисленной в данном случае. То есть вот настолько это имеет сильное влияние. Поэтому что в таком случае можно сделать? В идеале никогда не рисуйте в иллюстраторе буквы, никогда не рисуйте в любой другой графической программе буквы. Рисуйте всегда только в FontLab или в любом другом шрифтовом графическом редакторе, потому что вы тогда учтете все эти косяки. У вас просто-напросто не будет вот таких вот прыганий и так далее. Вот. А в целом пример наглядный, я думаю, понятно, что вот когда вы импортируете шрифт, и у вас он, во-первых, добавился вот таким маленьким, вам приходится его масштабировать, вам приходится его растягивать, это тоже вносит свои корректировки, причем масштабировать можно как целый элемент, так и отдельный контур, это тоже влияет на отображение, и мы с вами это тоже сейчас разберем. Но, в общем, то, в каком формате был нарисован контур, в какой системе координат и как вы его портировали, это очень важно, это стоит учитывать, когда вы работаете в двух разных программах, допустим. Иногда при импортировании какого-нибудь графического объекта, какого-нибудь рисунка в FontLab, например, путем перетаскивания с папки, где он в этот файл хранился, например, в формате AI, если это иллюстраторский формат, или SVG, в общем, вы перетягиваете, появляется окошко. FontLab вас спрашивает, что мне сделать с этой картинкой? Мне ее добавить как черно-белый контур? Мне ее добавить как цветную SVG картинку? Или добавить ее как обычное изображение, которое впоследствии не получится отредактировать. Вы нажимаете какой-то вариант ответа, и FontLab у вас запоминает, что с этим делать в будущем. Если вдруг вы нажали что-то не то, или вы хотите изменить это решение, но при перетаскивании снова у вас это окно не появляется, вы можете это настроить в настройках, непосредственно программу FontLab. Что для этого нужно? Жмем Edit, настройки, и вот теперь, мы можем зайти в вкладку «Вставка и дублирование». Здесь нас FontLab и спрашивает, что с этим делать. Игнорировать настройки обводки, цвета и прочие всякие штуки, просто вставить обычный монохромный контур, как у нас вот было до этого. Сохранить второй вариант, цвет, сохранить все свойства элемента и вставить его как цветной элемент. Или импортировать как оригинальный формат в формате иллюстратора. Я в иллюстраторе не работаю, я никогда не рисую, поэтому, честно сказать, я не знаю, что именно происходит, когда такой вот вариант делаешь. Ну, в общем, вы можете поковыряться. В этом же меню также можно настроить, как себя будут вести объекты, когда вы их дублируете или вставляете внутри программы. По умолчанию здесь, если не ошибаюсь, стоит смещение на 100 юнитов вверх и вправо. Я поставил по нулям, потому что мне удобно, чтобы все вставлялось туда, куда нужно. Если я жму дублировать, вот, и она потом окажется сбоку, это не очень удобно. Вот, у меня все по нулям стоит. Здесь также вы можете поставить варианты, как он вставляет картинку. Если, допустим, мы вставляем обычную картинку в формате PNG, помните, с вами вставляли букву H, он вставил от 700 до 0 эту картинку. Можно сделать так, чтобы он вставил размер 1 к 1. То есть, если картинка маленькая, она и вставится маленькая. Если она большая, она будет большая. Но я обычно копирую буквы из референсов так, чтобы они вставлялись вот примерно такого же размера. Даже маленькую картинку, чтобы растягивал по высоте, в данном случае, до высоты прописных, либо до высоты или там
до нижней базовой линии. То есть все это здесь настраивается, и, соответственно, все это можно у нас с вами здесь включить. В общем, сильно долго разбирать я это не буду, почитайте в мануале. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.